Сегодня приготовим хлеб на закваске. Рецепт по типу дарницкого, простой и легкий в приготовлении и с добавлением ржаного солода. Для приготовления хлеба мне нужна ржаная обдирная мука, также мука первого сорта, вода, ржаной солод, оливковое масло и соль. Ну и конечно сильная и активная ржаная закваска, вот такая как у меня. А если вы хотите вырастить такую закваску или приобрести уже готовую, ссылка для заказа, а также на рецепт будут в описании под видео. Воду я беру обычной комнатной температуры. Всего нам понадобится 230 грамм. Но внимание, всю воду сразу в миску не выливайте. Грамм 40 обязательно оставьте, чуть позже мы будем в ней растворять соль и солод. Отбираем 300 грамм закваски. В этом рецепте идет намного больше закваски, чем обычно. Сюда же добавляю 14 грамм оливкового масла. Перемешиваем хорошо до практически однородного состояния, чтобы масса получилась без комочков. За счет большого количества закваски у нас получится быстрый и легкий рецепт хлеба. Полезный, вкусный и очень мягкий. Берем остатки воды, которые мы оставили, добавляем 10 грамм соли и сюда же добавляю ржаной солод. Я взял 15 грамм сухого ферментированного ржаного солода, 15 грамм горячей воды и размешал. На выходе 30 грамм, можно сказать, жидкого солода. Если у вас нет солода, можно заменить медом, желательно темным медом. Ну а если уже совсем ничего нет, тогда сахаром. Все хорошенько размешиваю и добавляю эту жидкость к закваске. Также я размешиваю и добавляю муку. В рецепте у нас два вида муки, и сначала я добавляю пшеничную муку первого сорта, 200 грамм. Можно также заменить и на муку второго сорта. Еще использую ржаную обдирную муку 130 грамм. Если нет обдирной муки у вас, можно использовать цельнозерновую ржаную муку. Снова все хорошенько перемешиваем. Тесто отлично вымешивается лопаткой. Руками не нужно будет месить тесто. Масса теста получается очень липкая, так что с лопаткой будет намного удобнее, да и практичнее. Хотя можете вымесить и ложкой или деревянной лопаткой, но силиконовой практичнее всего. Счищаем тесто с лопатки, накрываем тесто и оставляем на отдых на 40 минут при комнатной температуре. Тесто постояло 40 минут, сверху визуально оно никак не изменилось, а вот снизу уже появляются пузырьки воздуха. Незаметное брожение уже идет. Далее подготовим форму для выпекания. У меня самая обычная форма для хлеба. Размеры я укажу в описании под видео. Смазываю форму внутри маслом, чтобы хлеб после выпечки легко отошел от формы. Особое внимание уделяйте углам, так как там больше всего прилипает хлеб. Для смазки идет небольшое количество масла. А кто еще не знает, каким маслом лучше всего смазывать форму, чтобы хлеб очень легко выходил после выпечки, напишите мне в комментариях, я вам подскажу. Далее мы просто перекладываем все тесто в форму и с помощью силиконовой лопатки, которую смачиваем водой, разравниваем тесто равномерно по форме. Тесто немножко нужно притрамбовывать, чтобы после выпечки снизу не было пустот. Также разравнивайте тесто получше и сверху, чтобы хлеб после выпечки был равномерным, а не бугристым. Заполнили тесто как раз до половины формы, и нам нужно, чтобы оно выросло практически доверху. Далее накрываю форму пищевой пленкой и оставляю тесто на брожение при комнатной температуре. У меня на кухне 24 градуса. На экране показывает 26 градусов, но градусник завышает на 2 градуса. Тесто у меня будет так стоять где-то 1,5-2 часа. Если у вас прохладнее, то думаю понадобится 3 часа и более. До роста в 2 раза. Так, прошло 2 часа, тесто отлично подросло в 2 раза, снимаю пленочку. Посмотрите, какое красивое тесто. И видите, как я говорил, выросло практически доверху. Сбрызгиваю поверхность теста небольшим количеством воды и отправляю в разогретую духовку с паром до 220 градусов. На 20 минут. Через 20 минут убираю пар, понижаю температуру до 200 градусов. Можете, как я, поверхность хлеба дополнительно сбрызнуть водой и оставляю еще выпекаться так на 20 минут, до красивой румяной корочки. И вот такой красивый и ароматный хлеб получился. По желанию можно еще раз немножко сбрызнуть водой, от этого корочка будет еще мягче. Перекладываем хлеб на решетку, чтобы он остыл и стабилизировался. Замечательный хлеб. Как по мне, то очень простой и легкий рецепт, который сможет приготовить каждый, было бы желание. Друзья, а если вам что-то не ясно, напишите свой вопрос в комментарии, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал. Также можете поддержать канал финансово, ставший его спонсором. И до новых встреч!